Тебе не жарко? Нет. Но на тебе ведь столько одежды. Тебе должно быть жарко в ней. Вот именно должно. Погляди вокруг. Тут каждая деталь пытается внушить нам, что здесь жарко. И мои одежды среди них. Именно поэтому я не должен ее снимать. Ты кого-нибудь еще встречал здесь? Нет. И я нет. Кажется, мы здесь одни. Наверное, я должна тебя бояться. Но отчего же мне так спокойно? А моя душа как будто бы поет. Это эхо от волн. Они тоже поют. Это место создано для нас, разве не видишь? Вижу. Здесь больше никого нет. Только мы. Мы спрятаны от всего мира. И эти волны поют о нас. Слышишь? Вижу. Не хочешь окунуться в них со мной? Вряд ли у нас это получится. Чем же мы тогда займемся? Ничего не чувствую.
Ну как ты, Лёш? Подпиши. Снова нужно мое одобрение на новые издевательства над моим телом? Оно что, еще мне принадлежит? Нахрена вам моя подпись? Как-то некрасиво ты загнул, Лёш. У нас же здесь не Освенцим. Мы под колпаком декларации по защите прав человека. И мы не можем себе позволить, как ты говоришь, издевательство над телом без твоего согласия. А где была эта ваша декларация, когда меня без суда и следствия приговорили к смерти? Ну, мы не отвечали за добросовестность твоего судебного процесса. И нам все равно, преступник ты или ошибочно обвиненный. Мы не отобрали у тебя шанс на жизнь. Мы тебе его дали, и ты согласился. Так что теперь твоя жизнь посвящена научным открытиям. И некоторые из них требуют особой самоотдачи. Я все равно уже умер. Вместо ада попал сюда. Нет больше никакого Горина Алексея Викторовича. И подпись его фальшивка. Не меньше той, которую вы пытаетесь подсунуть мне на пляже. Об этом я и хотел тебя расспросить. Опиши детально свои ощущения при контакте со Златой. Что именно ты счел фальшивым? Она слишком настойчива. Это отталкивает. Лёш, меня не интересуют твои предпочтения. Мне нужны тактильные ощущения. Хотите мое мнение? Знаете, все эти розетки как-то заморочно выглядят. Ни один задрот, даже самый прыщавый, живущий на мамкину пенсию, не пойдет на это ради вашей пляжной улыбашки. Выглядит она, конечно, и бабельно. Да что толку, когда сиськи ее на ощупь, как будто их нет. Это не розетки, это нейроконнекторы. Мы ищем порог возбудимости синаптических передач в твоих периферических нервах. Мне жаль, что это доставляет тебе дискомфорт, но твоя самоотдача позволит нам нащупать ранее небывалую реалистичность в технологиях обратной связи. Разумеется, будущим пользователям уже не понадобится вживлять нейроконнекторы. Будем откровенны, успехов я пока не вижу. Но ты должен чувствовать. Энцефалограмма твоего мозга четко совпадает с прикосновениями к Злате, как если бы это было взаправду. Знаете, что забавно? Что в суде, что здесь. Меня пытаются уверить в том, чего не было. Я им говорю, я в глаза не видел той малолетки. А они вменяют мне изнасилование и убийство. А ведь это сделал кто-то другой. А может, пока я трогаю эту вашу Злату, энцефалограмма пишет активность не моего мозга, а одного из ваших коллег, а он с какой-нибудь хорошенькой лаборанткой. Вы же ходите здесь такие? Кажется, я видел. Но прежняя чувствительность в пальцах возвращается. Стоит нам отсоединить тебя от системы и снять костюм, так? Как в Хогвартсе. Недолго осталось радоваться. Что я там подписал? Надеюсь, членам мне прощаться не придется. Ты большой молодец, Лёш. Набирайся сил.
Утром ждет следующая серия экспериментов. Что с твоим лицом? Другие девчонки поперебивали бы друг друга, чтобы стать лицом нашей компании. Ты же будущая икона виртуальщины для взрослых. Только представь, как дрочеры будут молиться на тебя перед сном. Это не мое лицо. А чье? У нас с ней вообще ничего общего нет. Такое хотят видеть мужики меня. Это их влажная фантазия. Такая уж у нас работа. Разве ты не сама на нее напросилась? Тебе не холодно? А должно быть? Ну, так как-то сжалась. Может, кондиционер выключить? Такое может быть только от холода? Больше идей нет? Или это очередное оправдание, чтобы распускать себе грабли? Ну что такое у вас там? Смотрите, как у него частота в правом миндале не подскочила. Боже, кажется, ты нащупал ключик к сердечку нашего щекотилы. Но я же еще тогда говорил, что такой паттерн поведения, как у Златы, полная фигня. Ну какая девушка скажет незнакомому мужику на необитаемом острове: мы здесь одни, это судьба, моя душа поет. С каких это пор лань радуется компании тигра? Не в обиду тебе, Жень. Зато теперь Злата ему блеет. Домой хочу. Смотрите-ка, что творит. Да чтоб тебя. Ничего не чувствую. Что за херь? Вот они, тактильные ощущения в пальцах. Тут они перекликнули с лимбической системой, вот, видите? Может, у него эректильная дисфункция, и его действительно зря осудили? Разуй глаза. Половая реакция запущена, но что-то ее сбивает. Сигналы, поступающие от перчаток, игнорируются. Это странно. Нахуй вам это все надо? Давайте чё? себе новые, блядь. Аккуратней, блядь. А что, если это самовнушение?
Невозможно. Ты же сама все видела. Да. Я видела. Но что если это самовнушение на уровне соматической нервной системы? Осознанное самовнушение – это же взаимоисключающие параграфы. Это бы не прокатило здесь. Он же человек, а не робот. Он не может избирательно отключать свои чувства. Да вы, мужики, только это и делаете. Что? Я говорю, мы должны исключить фактор самовнушения, прежде чем искать причину дальше. И что предлагаешь? Да нет, СПТУ мы подсунем ему реальный прототип, который он сможет Нет. ощупать. Если и тогда он пожалуется на нереалистичность происходящего, то дело самовнушения не в нашей технологии. Он же маньяк. Господи, здесь столько мужчин! Ну неужели вы дадите меня в обиду? Конечно же нет. Да и как он догадается? Ворвемся на международный рынок с заявлением, что наш березовый пляж и реалистичность самой реальности. При этом боимся, что псих уловит разницу между моей задницей и гениальнейшим ПО наших перчаток. Нет, разумеется. Он не заметит Это разницы. непрофессионально. Он думает, что взбредет. Хватит уже относиться ко мне как к девушке. Я член команды с теми же правами, что и у всех Да вас. не в правах же дело. Никто, кроме меня, не сможет это сделать. Или что? Предлагаешь ему твою задницу подсунуть? Прошу не забываться. Я не твой одногруппник. Перед тобой тимлид разработчиков софта. Для роботокомпании Анани Дзинь. По совместительству руководитель бюро медико-биологических экспертиз. И преподаватель в твоем институте. Твой преподаватель. Ну и чего уж там. Организатор проекта «Березовый пляж». Твой босс, то есть. А кто ты? А я женщина всего лишь. Что? А что? Другой ответ ожидали услышать? Жень, я к тому, что нужно помнить о субординации, раз ты в нашей команде. Я сделал исключение, убедив всех взять несовершеннолетнего разработчика в коллектив. И взял за твой ум. Не надо искать подводных камней там, где их нет. Договорились? Уже не в первый раз мы с тобой об этом говорим. Я не против быть с тобой на «ты». Но прошу тебя, не перегибай палку. Простите. Больше не повторится. Ладно, будь по-твоему. Почему березовый пляж-то называется? У нас же вроде там нет берез. Семен Валерьевич говорит, что нам нужен русский дух. Мы будем так экзотичнее звучать на международном рынке. Ну ты вроде и сама как экзотика. Могли бы что-нибудь покрасивее придумать. Что-нибудь похожее на тебя. Ты охуенная? Охуенная? Ну, не знаю. Ты хочешь стать иконой? Ты охуенная? Охуенная? Я даже не знаю. А сама-то как думаешь? Конечно, охуенная. Ты хочешь стать иконой? Грёбаной иконой. На тебя будут молиться перед сном. Ты будешь первая, что уйдет на ум,
каждому дрочу. В глаза смотри, а не на сиськи. А давай-ка мы будем в глаза смотреть, а не на сиськи. В глаза смотри, а не на сиськи. Долбаное ты животное. Вибрационные двигатели в перчатках отключены. Теперь это просто резина. Безопасное прикосновение. Оно должно быть безопасным во всех смыслах. Следите за ним. Ничего не чувствую. Никаких трусиков на тебе не чувствую. Ты любишь спонтанность? Держите его! Отошли быстро! Отошли! А теперь слушайте меня внимательно. Я сидел. Сначала в одной камере, затем в другой. Потом вовсе попал к вам. Стал человеком науки. У меня было предостаточно времени, чтобы как следует подумать о жизни. Знаете, что я понял? Я не могу умереть, не потрахавшись еще хотя бы раз. И если хоть кто-то из вас мне в этом помешает, я раздеру этой штукой горло этой суки так, что не станет на одну дырку больше. Я предупредил.
Судебное разбирательство объявляю открытым. Рассматривается отвратное, нижайшее, невыносимое, непростительное, противоестественное уголовное дело Алексея Викторовича Горина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного дополнением к статье о домогательстве и совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. Секретарь, доложите о явке в судебное заседание. На судебное заседание явились подсудимый Алексей Викторович Горин, государственный обвинитель в лице помощника прокурора Александра Галиновна Верещук, потерпевшая Евгения Ксеньевна Воравина, свидетель потерпевшей Ксения Надеждовна Воравина, ее мать. Суд объявляет, что дело рассматривается Верховной судьей Тамарой Натальевной Буш. Защиту подсудимого осуществляет предоставленный государством адвокат Маргарита Алисовна Залесская. Подсудимые, встаньте! Возраст? 42. Местный? Да. Вину признаете? Нет, я ничего не совершал. Государственный обвинитель, ваше слово. Согласно последнему дополнению к статье о домогательстве, учрежденному Международным обществом защиты прав женщин, действия обвиняемого лица, которые нельзя однозначно истолковать как преступление закона, действующего Уголовного кодекса, могут быть рассмотрены Верховным судом на предмет потенциального вреда в будущем и его пресечения путем виртуально-судебной экспертизы, исключающей или же доказывающей опасность обвиняемого. В случае, если опасность обвиняемого виртуально доказана, Верховный суд вправе приговорить обвиняемое лицо к превентивным мерам. Потерпевшая, ваше слово. Давай, детка, не бойся. Он больше ничего тебе не сделает. Евгения Ксеньевна, смелее! Расскажите нам, как все было. Мы были в торговом центре. Мы пошли с мамой в торговый центр. И она попросила подождать ее у отдела одежды. Я села на диван. Там уже сидел этот человек. Другие места были заняты. Поэтому я села на краешек. Сначала он сидел, смотрел в свой телефон. Кажется, там был текст про самолеты. Он читал его. Но иногда он смотрел и на дерево тоже. На прохожих. Потом вдруг посмотрел на меня.
а потом отвернулся. А затем он 2 раза потрогал свое это... Потрогал? Сжал так пару раз. Он смотрел в телефон. Потом снова взглянул на меня и улыбнулся мне так. Что было дальше? Мне стало страшно от его улыбки. У меня закружилась голова. И колени ослабли. Я не могла встать и уйти. Ведь мама еще попросила ждать. Господи, детка, прости меня. Как хорошо, что я успела вовремя подойти. Что было дальше? Моя мама вернулась с сумкой, в которой была новая одежда. И мы пошли в другой отдел одежды. А этот человек преследовал вас? Нет, но он будто остался в моей голове и не входил из нее. И продолжала мне там улыбаться. Я не смогла этого выдержать и рассказала маме. Слово предоставляется адвокату подсудимого. Ваша честь, мне нечего сказать в защиту. Секретарь, пригласите виртуально судебного эксперта. Валентина Дарьевна Голь, представитель виртуально-судебной экспертизы в суде. Доведите до сведения всех присутствующих, как работает ваша программа. Наша программа основывается на ситуационном моделировании. Эта технология широко используется в сфере создания лекарств, метеорологических исследований и экономики. С недавних пор она также нашла полезное применение в судебно-криминалистической системе. Мы моделируем подстрекательные обстоятельства, что потворствовали бы проявлению преступных наклонностей подозреваемого, в случае, если они у него есть. Затем уже моделируются личности потерпевшей и самого подозреваемого на основе его биохимического анализа крови и гормональных маркеров, а также на основе теста на склонность к домогательству и сексуальному насилию, состоящего из 100 вопросов. Ваша честь, дайте мне Суд слово. предоставит вам слово, когда это потребуется. Этот тест составлен некорректно. Я же вам сказала, дождитесь своего слова. Вы проявляете неуважение к суду. Что значит некорректно? Вопросы в нем провокационные, а варианты ответов предвзяты и обобщены. Я попросту не знал, что отвечать. Но пропустить вопрос там невозможно. Я требую другого, более непредвзято настроенного теста. Тест составлялся лучшими психологами в области криминалистики и одобрен госстандартом. Да этим вашим специалистам самим психолог бы не помешал. Не вам судить. Там вопрос построен так, что либо я выбираю то, что вы хотите, либо то, что меня оскорбляет. И это в лучшем случае. Иногда там вообще нет варианта ответа, который не очернял бы мой психопортрет. Да что вы говорите? Тест составлен, и вы его прошли. И получили то, чем вы являетесь. Ваша честь. Так, вы видите женщину, она без сознания. Ваши действия, в округе никого нет. А, вы ее изнасилуете? Б, вы не сможете, потому что страдаете эректильной дисфункцией. С, вам она не нравится, она не в вашем вкусе. Д, вы побоитесь наказания. И что здесь не так?
Формулировка вопроса изящна и универсальна, а варианты ответов на него сбалансированы в соответствии с психофизиологическими особенностями мужского пола. А почему там нет варианта «окажу ей первую помощь», «вызову скорую», ну или просто пройду мимо в конце концов? Почему там все варианты должны показать меня животным в ваших виртуальных ситуациях? За неуважение к суду я дополнительно приговариваю вас к административному штрафу в виде выплаты половины вашей месячной зарплаты в течение 3 месяцев, а также к исправительным работам сроком до 2 недель. Научный эксперт, продолжайте. На основе теста на склонность к домогательству и сексуальному насилию, состоящего из 100 вопросов, был создан наиточнейший психологический портрет подсудимого Алексея Корина. В дальнейшем использованы как модель его личности в каждой из прописанных историй, направленных на провокацию преступных наклонностей в случае, если они есть. Одна из 3 симулирующих ситуаций, рабочее название которых «Березовый пляж», доказала, что таковые есть. В заключение скажу, что коллегия виртуальной судебной экспертизы по анализу мужских отклонений признала подсудимого потенциально опасным для общества. На основании экспертного заключения... Березовый пляж. Разве березы растут на песке? Навряд ли. Это противоестественно. Ну, как и поступок этого существа. Через химическую кастрацию. Нет! Нет! Люди! Они спровоцировали мою виртуальную карикатуру на действия, которых я не совершал! Охрана! Накажите его! Судебное разбирательство объявляю закрытым. Ну как все прошло? Вы увидели что-то в ее голове? Присаживайтесь, пожалуйста. Она хорошо вела себя во сне? Ну, не сказал бы. Расскажите, что там было? Согласно правилам деонтологии, я не имею права раскрывать детали сна своих пациентов, даже их родственникам и опекунам. А вы точно не разводите нас на деньги? В состоянии быстрой фазы сна архитектура подсознания проецируются символические паттерны, которые можно декодировать через методы семиотического анализа. Таким образом, говоря простым языком, я вижу, что снится моему пациенту. Я не знаю, что на это сказать, но я точно знаю, что даже здоровому человеку может сниться всякий бред. Разве можно по этому судить? Тут вы совершенно правы. Именно поэтому наш аппарат стимулирует слабым током вентральную и миндалевидную доли мозга, вводя его в тревожное состояние или в противоположное ему, в эйфорию и гармонию. Выбор зависит от клинической картины. В случае Тамары я прибегнул ко второму варианту. В таком состоянии людям начинает сниться что-то приятное, лично им. Ну или то, что они считают справедливым, даже если это идет вразрез с общественными нормами. Им снятся ситуации, где их старые гештальты закрываются.
а все и вся вокруг начинает подстраиваться под их ожидания. И профессиональный взгляд это со стороны позволяет фиксировать патологию и отклонения в мировосприятии пациента и формировать точный диагноз. И что? Вы хотите сказать, что увидели у Тамары какую-то патологию? Боюсь, что у нее шизофрения мизандрической направленности. Поэтому я вынужден оформить ей направление для принудительной госпитализации в психиатрический стационар. Устали от походов к психологам, не способных докопаться до сути? Надоело месяцами рассказывать о своих проблемах, а в ответ получать лишь догадки? Довольно травить себя транквилизаторами. Обращайтесь в клинику о нейроаналитике имени Моторучкина. Наша революционная технология на основе нейросетей открывает беспрецедентный доступ к вашим сновидениям, через которые мы с предельной точностью выявляем истинные причины тревоги, депрессии и посттравматических расстройств. Без боли, без многочасовых бесед, без препаратов. Наши профессионалы гарантируют конфиденциальность содержимого ваших снов и самых глубинных переживаний. Клиника о нейроаналитике имени Моторучкина. Здесь ваши сны говорят вместо вас.